Здорово, YouTube! Xiaomi Mi 11 Lite или Samsung Galaxy A52. Оба смартфона вышли в марте этого года и уже захватили рынок мобильной индустрии. Какой из них выбрать? Этот вопрос сейчас волнует многих. Поэтому смотри это видео до конца, попробуем разобраться, в чем их плюсы и минусы и какому смартфону отдать предпочтение. Поехали! Что касаемо дизайна смартфонов, тут все максимально субъективно. Лично я выбрал Mi 11 Lite, так как толщина его корпуса 6,8 мм, у Samsung же 8,4 а вот разница в весе сразу чувствуется. Вес Mi 11 Lite всего 157 граммов, и это просто пушинка относительно 189-граммового A52. Но при этом Samsung получил защиту от воды по стандарту IP68, у Xiaomi же только защита от брызг. Ключевым отличием в дизайне этих смартфонов будет задняя крышка. У Xiaomi она стеклянная, у Samsung же пластиковая. И конечно же сканер отпечатков пальцев. В A52 он установлен в дисплее, что на мой взгляд менее удобно. И скорость реагирования у него меньше, чем у Mi 11, сканер которого находится в кнопке сбоку под управлением громкостью. Экран у Xiaomi 6,55 Full HD+, у Samsung же 6,5 Full HD+, соответственно. У обоих комбинированный лоток для сим-карты, в который можно установить либо две симки, либо симку и флешку. В Samsung полноценный разъем для наушников, которого нет на Xiaomi. Для этого в комплект входит переходник. И тут вопрос спорный. Я пользуюсь только Bluetooth наушниками, так что для меня это еще один плюс в пользу Xiaomi. Касаемо дизайна, на мой взгляд, выигрывает Mi 11 Lite. Это тот смартфон, у которого получилось вызвать вау-эффект. Оба гаджета в принципе выполнены хорошо. Нигде ничего не люфтит, не скрипит, задние крышки не продавливаются. Вибромоторчик на Samsung какой-то бюджетный и сильно проигрывает Xiaomi-шному. Функцию NFC получили оба смартфона, как и AMOLED Full HD+ дисплей со сменной частотой обновления до 90 Гц. Но при этом яркость экрана больше на Xiaomi 812 нит против 794 самсунговских нит. Баланс белого тоже лучше на Xiaomi и потери яркости под наклоном меньше у Mi 11 Lite. И тут Samsung без шансов. Экран на Mi 11 банально лучше. На Galaxy же он просто средненький. Плюс экран Xiaomi поддерживает HDR10. Что касаемо артефактов экрана Mi 11 Lite, это была софтовая проблема, которую разработчики уже частично исправили с новыми обновлениями. Ну а если перейти к производительности, то она тут примерно одинаковая. Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G на Mi 11 Lite и Qualcomm Snapdragon 720G на Samsung A52 с максимальной частотой 2300 МГц и по 8 ядер у обоих. Оперативная память на Xiaomi в модификациях на 6 или 8 гигов, в то время как у Samsung этих модификаций 3 на 4, 6 и 8 соответственно. Встроенной памяти у Samsung 128 или 256 гигабайт. Памяти, конечно, дофига. У Xiaomi же версии на 64 и 128 гигов. На обоих смартфонах установлен 11 Android. Если говорить о нагреве и системе охлаждения, то Samsung тут бесспорно выигрывает. Под большой нагрузкой он едва ли греется, чего не скажешь о Mi 11 Lite. Но в повседневном использовании вы вряд ли это заметите, если не будете рубиться в тяжелые игрушки сутками. В тонкий корпус Xiaomi засунуть достойную систему охлаждения достаточно трудно. В стандартном использовании смартфонов разницу в производительности заметить практически нереально. Они оба показывают себя на должном уровне. Что же касаемо звука, оба смартфона получили стереодинамики. И звучат неплохо, но по-разному. Уровень громкости на Xiaomi, конечно же, больше, но при максимальном его значении качество звучания лучше не становится. Звук плюс-минус одинаковый, но при этом каждого он свой. Я бы советовал перед покупкой зайти в магазин и прослушать звучание обоих. Камера — это та, не совсем разная тенденция, которой пытаются мериться все производители современных смартфонов. Основная камера на 64 мегапикселя там и там. Стабилизация у Mi 11 цифровая, у A52 оптическая. В режиме видео электронная стабилизация показалась мне более интересной на Mi 11 Lite. Но на Samsung она более естественная. По показателям камер можно спорить и соревноваться бесконечно. В каждой из них есть свои плюсы и минусы. В одной лучше баланс белого, в другой детализация. Но это все вы заметите только на уровне задротства. Фронтальная камера на Samsung мне понравилась больше. Но при использовании основной я бы отдал предпочтение Mi 11 Lite. По большому счету камеры у обоих смартфонов достойные и удовлетворят все ваши потребности.
автономности. Что же касаемо автономности, объем батареи на Samsung 4500 мАч, на Xiaomi же 4250 мАч, но при этом мощность зарядки на A52 25 Вт, а на Mi 11 33 Вт. Заряжается Samsung до 50% за 45 минут, а до 100% за 100 минут. В среднем Xiaomi показал 56% за 30 минут и 100% за 60 минут соответственно. Но за счет меньшей яркости экрана, большего аккумулятора и лучшей системы охлаждения Samsung выигрывает в автономности. Хватает его на сутки двое обычного использования, но заряжается при этом он долго. Mi 11 Lite при тех же условиях подарит вам сутки, максимум 1,5 автономной работы, но зарядить его можно гораздо быстрее. Сложно отдать предпочтение какому-то одному устройству. Кому что важнее, и тут все сугубо индивидуально. Смартфоны при всех их отличиях очень похожи и безусловно заслуживают своего внимания. Я отдал предпочтение Mi 11 Lite в основном за счет его визуальных качеств, дизайна и легкости. Но если вы берете смартфон исключительно для игры и используете его под большой нагрузкой, то учитывая лучшую систему охлаждения и автономность, лучше отдать предпочтение Samsung A52. Это сугубо мое мнение, и тут все очень субъективно. Оба телефона показали себя достойно в эксплуатации, и сравнительно недорогая цена и производительность порадовали. Напишите, кстати, в комментариях, какой из этих двух аппаратов показался вам более привлекательным. А с вами был Пшеничный, увидимся в следующем видео.